Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию советских в основном, а также некоторых российских фильмов, которые у меня представлены на Blu-ray и на DVD. Итак, давайте начнем. И первый фильм — это фильм «Три тополя на Плющихе». Это DVD плюс Blu-ray. Такое вот издание. Далее фильм «Трое в лодке, не считая собаки» в металлизированном слипе. В данном фильме у нас снимались Андрей Миронов, Михаил Державин, Александр Ширвинд. Далее фильм Марка Захарова «Формула любви». Он момента. Именно из этого фильма данная песня. Далее следующий фильм. Это фильм Эльдара Рязанова с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым. «Служебный роман». Далее фильм «3+2». В данном издании у нас представлены две версии фильмов. В те времена еще как бы не могли одновременно, чтобы получить и широкоэкранную, и обычную версию. Поэтому данный фильм снимали на две разные камеры. И поэтому две разные версии немножко отличаются. Далее фильм «Бриллиантовая рука». Фильм Леонида Гайдая с Андреем Мироновым и Юрием Никулиным. Культовая советская комедия. Далее фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза». Советский фантастический фильм. Далее еще одна картина Георгия Данелии, фильм «Афоня», в котором снялись Леонид Куравлев и Евгений Леонов. Далее следующая картина — это фильм с Евгением Леоновым «Джентльмены удачи». Далее советский фантастический фильм про Человека-Ихтиандра, Человека-амфибия. Далее фильм «Приходите завтра», цветная версия, фильм с актрисой Екатериной Савиновой. У нас Blu-ray и DVD. Далее следующая картина — это фильм с Надеждой Румянцевой «Девчата». Следующее кино — это еще один фильм с Евгением Леоновым, фильм «Полосатый рейс».
Следующая картина. Это фильм «Баллада о солдате». Единственный советский фильм, который был номинирован в номинации «Лучший сценарий» на премии «Оскар». Далее. Культовая картина Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» с Анатолием Кузнецовым. Далее фильм Владимира Меньшова с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной, Людмилой Гурченко «Любовь и голуби». Далее. Культовая комедия Леонида Гайдая «Операция И и другие приключения Шурика». Такое вот издание. Далее опять Шурик. Кавказская пленница или новые приключения Шурика. И, наконец, последняя картина с Демьяненко. Это «Иван Васильевич меняет профессию». Еще одна комедия культовая Леонида Гайдая. Далее. Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» с Иннокентием Смоктуновским и Олегом Ефремовым. Это у нас цветная разукрашенная версия. Далее. Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке». Далее. Советская сказка «Старик Хоттабыч». Еще у нас фильм «Москва слезам не верит». Еще один фильм Владимира Меньшова. Фильм, за который он получил Оскар в 81 году. В 80-м, 81-м. «Москва слезам не верит». Далее фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Есть небольшой 4-страничный буклет. И осталось три фильма, связанных с войной. Это у нас «Белорусский вокзал». Далее фильм «Небесный тихоход». Именно в этом фильме прозвучала песня первым делом самолеты. Ну а девушки потом.
наконец, последнее кино. Это фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Это у нас были издания на Blu-ray. Также у меня есть советские фильмы на DVD, которые представлены вот в такой вот серии «Советское кино». Первый фильм — это фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Здесь оно представлено в виде диджибука, в котором рассказывается о создании фильма, об актерах. А в конце здесь и находится сам диск. Вот первый фильм из этой серии, который у меня есть, это фильм «Я шагаю по Москве». Далее кино Яна Фрида «Собака на сене» с Михаилом Боярским и Арменом Джигарханяном. Здесь такая же ситуация. Рассказывается о съемках фильма, об актерах, которые здесь снимались, и сам диск. Далее фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова «Собачье сердце». Известное кино. В роли Шарикова Владимир Толоконников. И сам диск. Следующая картина — это фильм Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка» с Андреем Мироновым. Сам диск. Следующее кино — это фильм Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Один из последних фильмов с Андреем Мироновым. «Человек с бульвара Капуцинов». Далее фильм Андрея Тарковского «Солярис» по роману Станислава Лема. Сам диск. Далее, следующий DVD советским фильмом — это фильм Михаила Казакова «Покровские ворота». Сам диск «Покровских ворот». И, наконец, последнее такое издание, которое у меня есть, это фильм Элема Климова, самая первая дипломная работа «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Опять же рассказывается о съемках данного фильма. Об актерах, которые здесь снимались. И сам диск. Это были все советские фильмы, которые есть у меня.
Российских фильмов у меня не так много, и поэтому я их быстро покажу. Сначала будет DVD. Это фильм «Турецкий гамбит». Здесь оформление полностью повторяется. И такое вот изображение внутри. Далее фильм «Легенда номер 17». Фильм с Данилой Козловским. Здесь у нас другое изображение. Далее фильм «Ночной дозор» в немецком издании. У нас он, увы, на Blu-ray не выходил. И «Дневной дозор». Такие вот два фильма. Далее фильм с Сергеем Безруковым и Дюжевым. Фильм «Каникулы строгого режима». Далее диснеевский фильм «Последний богатырь». Присутствует внутренний арт. Далее фильм современный «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» с Алексеем Серебряковым и Евгением Ткачуком. Далее супергеройский фильм «Черная молния», про летающую Волгу. Далее фильм «Салют-7». И, наконец, последнее кино, которое я хочу сегодня показать, это фильм «Географ Глобус пропил». Фильм с Константином Хабенским по роману Иванова. Такое вот издание. На этом пока все. Это видео, по крайней мере. Так что подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, ждите следующих видео. И пока.